В данном видео я хочу показать вам основные параметры базовой настройки перед тем, как начать торговать на платформе. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это шапка платформы. В правой ее части находятся основные параметры настроек. И первое, что нам понадобится, это замок. Замок снимает блокировку с рабочих окон платформы. Нажимаем на замок, и он становится открытым. Данное действие позволяет нам настроить, например, сам размер окон, их положение, их отображение, то есть можно включать и выключать. Выключаем через крестик, добавляем через плюсик, добавить блок. Каждый блок подписан и имеет полное описание своего функционала и настройки в базе знаний платформы. Быструю справку можно получить, нажав на знак вопроса у каждого блока. Давайте настроим, уберем некоторые блоки, которые нам сейчас не нужны. Пока настраиваем блоки, напомню вам, что любой удаленный блок можно вернуть, нажав на плюсик в правом нижнем углу. После того, как настроили удобно на вид, закрепляем их положение закрытием замка в шапке платформы. Данное положение окон автоматически сохраняется до текущего размера. Таким образом, можно сделать несколько разных конфигураций в зависимости от выбранного режима работы в окне или на полном экране, либо даже на другом мониторе. В данном примере я уменьшил окно браузера. Блоки стали отображаться по умолчанию. Далее один раз настраиваем окна для текущего размера окна или разрешения, и при дальнейших включениях такого размера блоки будут автоматически выстраиваться по вашим параметрам. Уменьшаем окно, и блоки выстраиваются в положение, которое мы им задали заранее. При развертывании окна на весь экран блоки встают уже в привычный нам вид. Слева в шапке платформы расположен быстрый поиск и смена биржи. Платформа поддерживает две биржи – Binance и OKEX. Нажав на иконку биржи, можно выбрать биржу, либо настроить фильтр поиска. А поле названия актива можно быстро активировать для печати с помощью клавиши слэш. При этом нет необходимости менять сам язык, просто начинайте печатать имя тикера. Данным ползунком можно быстро переключаться между спотом и фьючерсами в рамках текущей биржи S-Spot, F-Futures. Следующий шаг настройки – это настройка типа ордера. Если вы будете торговать через топ-лимитные ордера, то рекомендую включить защиту от ошибок на случай, когда биржа отклоняет сам ордер. Переходим в настройки, меню пользователя, в навигаторе выбираем настройки терминала, настройка подтверждений, находим опцию настройки ордера и включаем галочку «Изменить тип ордера в случае мгновенного срабатывания триггера». Нажав на иконку вопросика, можно вызвать справку в базе данных, где можно подробно знакомиться с данной опцией. Для удобства в работе с интрадей стратегией рекомендую включить отображение проекций. В навигаторе справа нажимаем «Настройки стратегии» и выбираем пункт проекции. Также по желанию можете настроить, какая это будет проекция, на поддержку или на пробой. Для удобной и быстрой работы со стратегиями с ТВ-чата рекомендую включить иконки стратегии в избранное. В навигаторе выбираем «Настройки графика» и включаем галочки напротив всех стратегий. Для наглядности вернемся на график и посмотрим, что мы изменили. В верхней части ТВ-чарта появились иконки запуска стратегии. Если нажать на иконку ID, то появится проекция будущих ордеров для стратегии интрадей. В данном случае мы выбрали поддержку. Не уходя с ТВ-чарта, для удобства работать с графиками советую добавить нужные вам инструменты рисования в избранное. Такие инструменты, как линии тренда, лучи, линии, каналы, прямоугольники, коррекция Fibonacci для работы с FIBA-стратегией, а также long-short позиции для intraday стратегии, ну и так далее. Данный функционал позволит быстро и с меньшим количеством нажатий подготовить инструмент и запустить стратегию. Например, выбрать FIBA инструмент, нарисовать, и пока у вас активен инструмент на графике, к нему привязана иконка FIBA, которую мы добавили в избранное. И в один клик можно запустить конфиг стратегии, который будет уже привязан к инструменту Fibonacci. В зависимости от ширины окна, которое установлено, можно еще увидеть саму дельту. В данном случае это 42%. В торговле важны оповещения, особенно когда вы не у терминала. Поэтому следующая базовая настройка, которой нужно знакомиться, это подключение Telegram-бота. Переходим в меню пользователя, настройки и раздел уведомления. Как его подключить, у нас есть отдельное видео. Советую с ним знакомиться, а в данном видео просто покажу, где это находится. Можно подключить Telegram-ботов до 10 штук и настроить, какие оповещения они будут присылать. Перейдем к мониторингу. Настройте мониторинг рынка для того, чтобы получать уведомления в платформу и Telegram-бота о росте или падении активов на указанный вами процент. Нажимаем «Создать мониторинг». Указываем процент, на который хотим получать изменения. Таймфрейм.
рынок USDT, минимальный объем, допустим, от 100 миллионов, он сразу подстраивается. Имя мониторинга автоматом прописывается. Выбираем биржу Spot. Можно вызвать справку и подробно ознакомиться о настройке и функциях мониторинга в базе знаний. Мы задали все параметры, нажимаем «Создать». И как только произойдет событие, подходящее под наш фильтр, мы тут же узнаем об этом. Перейдем к графикам. По умолчанию графики сохраняются автоматически локально, то есть все рисунки хранятся в браузере. Если вы откроете платформу на другом устройстве или браузере, то сохраненных графиков там не будет. Для того, чтобы рисунки отображались на других устройствах, необходимо сохранить шаблон на сервер. Для этого нажимаем правой клавишей мыши на любом пустом месте графика и выбираем пункт «Сохранить график на сервер». После получения уведомления о сохранении, весь ваш шаблон с рисунками в нем будет доступен и на других устройствах. И финалом настройки проведем блок списка символов. В нем можно настроить базовый фильтр по минимальному суточному объему, по волатильности, по биржам и по многим другим параметрам. Например, если мы укажем 100 миллионов в объеме, то фильтр автоматом отобразит нам только активы с объемом больше 100 миллионов. И на этом все. Хорошего вам дня и до встречи.